Я ловил на себе ее взгляд, взгляд ее соседки, взгляды других девочек и мальчиков. Ох ты, сучка. Видишь, словно говорит он мне презрительно, это все твоя вина. Может, убийца бродит где-то рядом? Или сидит у нас за спиной? Да ёб твою налево. От неожиданности я клацнул зубами. Семь дней миновало с того дня, как лейтенант навещал класс. На первый взгляд все осталось так же. Лес по-прежнему протягивал к поселку свои крючковатые лапы, а ветер ночами взметал белые флаги Порше. Родители приглушенно спорили в спальне, а я включал мультики погромче и подсаживался к Оле. Фотографии Вовы и Семена чернели на доске. Но что-то все же поменялось. На лицах одноклассников читались перемены. Они встретили меня новыми порциями тычков и оскорблений. Презрение, издевки и одиночество стали моими постоянными спутниками. А главное, чья-то тень проскользнула по столу, оставив таинственную записку. Я бросил взгляд в проем между партами, но посыльного и след простыл. От кого эта записка? Кто мог скрывать в себе этот аккуратно выверенный и сложенный листок? Очередные угрозы и унижения или все-таки признание в любви? Я взял листочек и осторожно вдохнул льющийся аромат ежевики. Ежевика. Понятно. Что тебя в тупичке у раздевалки приходи один. Все понятно, Любовь Морковь. Внутри красивым почерком было выведено, что у тебя в тупичке у раздевалки приходи один. Опьяненный призывом, я тут же сорвался с места и то и дело, оглядываясь, не увязался ли кто за мной. Мысль, что это была очередная ловушка, подстроенная Ромой и Пяшей, хоть и зудила в моем возбужденном сознании, все же быстро оставила в покое. Им бы не хватило смекалки так мастерски подделать записку Полины. Задумавшись, я заметил, что уже почти бегу, заскакивая за поворот. И тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Ой! Здравствуйте, мадемуазель. Как диковинная птица полетела к моим ногам зеленая тетрадка. Полина преувеличенно возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял. Я поправил очки, собственная близорукость словно бы перестала смущать. Наклонился и подобрал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Полина сменила наигранный гнев на милость. Замялась, явно подбирая правильные слова. При этом смотрела на меня так взволнованно и грустно, словно надеясь, что я продолжу разговор, не дав нам окончательно увязнуть в неловкой тишине. Но я хранил молчание, всматриваясь в ее дрожащие губы. Наконец-то Полина глубоко вздохнула и несколько робея заговорила. Антон, скажи, ты на меня сильно злишься? Продолжай. Она не дала мне ответить. Ох, ну конечно сильно. Что за дурацкий вопрос такой? Прости, пожалуйста, я не хотела, чтобы так вышло, честно. Ну-ну. Когда Пятифонов, этот изверг, пнул ту собачку, это словно и не я была, понимаешь? Нет. Врешь ты все, падла, врешь.
Знаешь, что не ты была, но так я тебе поверю. Она тихонько шмыгнула носом, и даже в полумраке я заметил, как заблестели ее глаза цвета океана. Да, так нельзя. Нельзя смеяться над тем, как издеваются над животными. Не знаю даже, что ты обо мне подумал. Херово подумал, что могу сказать. Но я ничего не могу с собой поделать, Антон! И Стоит мне подумать о дедушке, что он пережил в тот день, когда на него напала эта стая бродячих псов, как мой разум словно затуманивается. Полинина тетрадка в моей руке все еще ждала, чтобы вернуться к хозяйке, но я никак не мог найти подходящего момента. Держи, пока не надо. Ты, наверное, считаешь, что я чокнутая, да? Конечно. Она смотрела на меня с надеждой, пока я в смятении перебирал в голове все эти безумства, что выкидывало мое подсознание в последнее время раз за разом. Я был точно не тем человеком, кто мог судить о нормальности. О, начинается. Мне не всегда удается себя контролировать. Ну, поподробнее с этого момента поподробнее. Но я точно не причинила бы кому-то вреда, слышишь? Не то что этот садист Ромка. Антон, прошу, держись от него подальше. А какие у вас там с ним отношения, Ромочка? А? Нет, не хочешь рассказать, подружка моя? В голове будто щелкнуло. Я недоверчиво покосился на Полину. Неделю назад во время драки ты называла его по-другому. Вот, все правильно, все правильно. У дураков-то мысли сходятся. Ромочкой. Скажи, вы что, встречаетесь? Полину словно током ударила. Еще чего? Этот урод ко мне приклеился, как банный лист. Такие, как он, не то что намеков, грубых слов не понимают. Она несколько смягчилась, разглядывая ссадины на моем лице. Прости еще раз, что так вышло. Я правда надеялась, что смогу помочь тебе. Зря я поверила, что у таких подонков может быть какой-то там кодекс чести. Вот, у меня есть для тебя подарок. Стриптиз? Неожиданно расстегнула верхнюю пуговицу жилетки и тут же засмущала, заметив мой ошеломленный взгляд. Лисий хвостик. Затем сняла с шеи амулет на прочном кожаном шнурке с примотанным к нему крупным звериным когтем и протянула мне. Этот оберег подарил мне дедушка. Говорит, он помогает от всяких бесноватых и одержимых. Он ему от одного шамана достался. Можешь не верить, но когда дедушка забыл его надеть, с ним и случилось то несчастье. Я вновь покосился на испещренное царапинами когтистое когтище невиданного зверя. А чей он? Ну, в смысле, коготь. Даже не знаю. Может быть, медведя, а может и тигра. Кого только не встретишь в нашем лесу. В любом случае, пожалуйста, прими вместе с моими извинениями. Как всегда выбор. Ладно, хер ты с тобой. Если для тебя это так важно. Хорошо, давай попробуем начать все с чистого листа. Я осторожно взял амулет свободной рукой. Тот источал тепло полининого тела и пленящий аромат ежевики. Затем аккуратно повесил его на шею, спрятав под воротник рубашки. Вместе с подарком пришла какая-то странная уверенность. Этот оберег сможет изменить мою жизнь. Мы с Полиной синхронно улыбнулись, чувствуя, как между нами тает ледяная стена. Спасибо, Антон. Для меня это действительно много значит.
Полина внимательно меня смотрела и пощелкала языком. Что такое? Что ты цокаешь? А знаешь, на что ты похож, На Антоша? что? Только помирились, ты сразу уже начинаешь какую-то херню устраивать. На блюзовую импровизацию. Ну ладно. Я заморгал задаченно. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. И для меня. Но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Бывают люди гитарные соло, или барабанный бой, или военный марш, как наша Лилия Павловна. А ты такой задумчивый, таинственный, иногда немного печальный. Ну, какой есть. Ты точно блюз. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия, какой темп возьмет. Конечно, не все сказанное Полиной дошло до меня. Но я не мог оторваться от ее улыбки, легкой, как дуновение майского ветерка, и от глаз голубых и глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Полина ахнула, нахмурилась, отчего стало еще красивее. Не произноси при мне такие слова. Я тебе обязательно дам кассету. Ну, лучше приходи ко мне, и мы вместе послушаем на кровати. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Да-да-да. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пение дождя, леса. Эх, мне бы твои уши. Не надо. А мне бы твои глаза. Я напрягся, тревожась, что она подтрунивает, но Полина качнула головой. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Косые. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Мимо прошагала Катя со своим фирменным морозным взглядом. Мы нырнули в тень, стараясь его избежать. Но я думаю, от ее радаров очень сложно уйти, и сразу же на следующем уроке бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла откроется. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. А Катька какая мелодия. Полина хитро улыбнулась. Скрип несмазанных дверных петель. Знаешь, такой мерзкий дискант. Я захихикал, прикрыв рот. Тем самым спалился. Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но вдруг неодобрительно покосилась через плечо, потом лишь шмыкнула и ушла восвояси. Сейчас она там нафантазирует себе. Только для друзей. Полина Морозова. Я же вспомнил про тетрадь, которую так и сжимал в руке. Повертел ее. Вместо названия предмета на обложке были выведены имя и фамилия хозяйки и слова «только для друзей». Любопытной Варваре кое-что оторвали. Ничего не оторвали, все на месте. Прости, это анкета? Заполнял когда-нибудь? Было дело, было, наверное. Угу. Я соврал, что да. Я правду говорю. Было дело, да. Девчонки подсовывали в школе анкеты, да, заполнял. Забавно было. Так, на деле же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкеты. Это было довольно обидно. Развлечения, конечно, девчачьи, просто список стандартных вопросов про любимых актеров и любимые цвета, но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы.
И иногда чего-то больше, о чем раньше я имел смутные представления. Хочешь, заполни мою? Что твою запомнить? Тетрадку? Сердце участило свой бег. Хочу, спасибо. Конечно, давай. Сейчас мы заполним форму твою. Полина хитро хихикнула. А хотя... Там же столько секретов. Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем. Да, это просто кукушка вылетит, если пытаться все это понять, представить. Лучше не соваться туда, как говорится. Она потянулась к тетрадке, играя со мной. Я перебросил находку в другую руку. Полина попыталась пресечь мой маневр. Ее волосы на миг коснулись моего лица. Шелковистая прядь защекотала нос. Пчхуй! Я ощутил запах, и весь мир стал этим ароматом душистым, манящим, живым. Запомнить бы его, украсть. Голова пошла кругом, но я собрался и сказал, подражая интонациям лейтенанта Тихонова. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Полина прикрыла округлившийся в притворном ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Заключение в темнице и тщательный досмотр. Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Повернитесь, руки за спину. Только обещайте ничего не читать. Ну как, надо же ознакомиться с материалом. Невозможно так, ты чего? Здесь содержатся секретные сведения. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Хороший актер. Полина засмеялась и неожиданно притиснулась к моей груди, своей груди, вновь обдав ароматом волос и кожи, такой сливочной, почти прозрачной, с тоненькими нотками вен, с тоненькими ниточками вен под ней. Ее шепот был горячим, как расплавленное на сковородке масло. Порой сравнения, конечно, просто взрывают мозг. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Ну, это мы еще посмотрим. Смотря как вы себя вести будете. Честная милицейская. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. На уроке я достал тетрадь. Анкета. С величайшей осторожностью, будто она была хрупким сокровищем. Полистал, вчитываясь в чужие предпочтения. Рома, ага. Первый, кстати, Ромка, ага. Ой, блядь, рассказывает она, он увязался со мной. А вот первый стоит в этом, значит, в анкете. Изрядно удивился, обнаружив кривоватый почерк Ромки. Буквы вылезали из рамки клеток, словно стесняясь своей бесформенности. Шапутинский, 23 февраля, гулять, купить бумер, Шварценеггер, не верь, не бойся, не проси, номер телефона, утиные истории Бяша. Ну, понятно, Бяша, вопрос 30. Так. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромы даже не «Черный плащ», а «Утиные истории».
Где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказа Андреева Кусака. Мне было не до него. Что это такое? Полина Морозова. Это как-то не похоже на фотографию. Фотографии стрёмные. Страницу с ответами Полины украшали цветы и вырезки из журнала Cool Girl. Так, что там? Франц Шуберт. День рождения. Слушать. Увидеть Мирт. Роберт Шуман. Потерять всех, кого люблю. Номер телефона. Бременские музыканты. Дедушка. Любимая музыка Шуберт. Лучший друг дедушка. Хобби не скрипка, как я предполагал, а куда более загадочно слушать. Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрел через голову одноклассников на Полину, она сосредоточенно записывала за учителем. Так, вопросы. Понятно, да. Я пролистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. Петров Антон, 6Б. Я долго вспоминал любимого музыканта, пока на ум не пришла модная группа Кармен с крутыми танцорами и клипами. Ну такое себе. Пиши кино, Целый король и шут. Любимый праздник — это просто Новый год, естественно. Хобби — рисование. Мечта, пускай будет посетить Диснейленд. Мой герой. Я не задумывая, начал Остановившись на первом слоге из двух, вдруг тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. Нормальный. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверять бумаге. Паук. Закончил я, сверху присобачил человек. Человек-паук. Почему бы и нет? Я никогда его не любил, этого Человека-паука. И сейчас вот эту всю вселенную Марвел я обхожу стороной. Я не любитель этого всего. Там один там сверхспособности, всех там раком ставит. Там, мне лично не интересно. Вам, пожалуйста. Если вы кайфуете, ваше право. Чего ты боишься больше всего? Я написал незамедлительно. Потерять дорогого мне человека. Да-да-да, конечно. Все такие белые кущистые. Твой номер телефона. 28 187, по-моему. 28. По-моему, так. Ну, здесь другой, никакого секрета. 30 395. Любимый мультфильм. Трансформеры. Ну вот, кстати, вот тут совпало. Да, я люблю трансформеры в своем детстве. Лучший друг. Лиса. Я замешкался, прикусив колпачок ручки. Лучший друг. Перечитал я анкетный вопрос. Такой легкий, такой важный. Ответом были 2 буквы, и я аккуратно вписал их в клеточки. Ты. Жопой нюхаешь ты. Ты, повторил я, выныривая из школы. Морозный, бодрящий воздух обдал мои щеки румянцем. Солнце, похоже на целый яичный желток, словно ярко светило. Дорогу словно отлили серебром, снег искрился, преломляя солнечные лучи, и я, зажмурившись, улыбался ослепительной белизне и от чего-то волшебного и зовущего в груди, потому что в дружбе может таиться нечто большее.
Слышь, хорош рыбу тянуть. Слышь ты, блядь, я иди лесом отсюда. Ты, блядь, куда шел, туда и иди. Тебя не спрашивали. Улыбка скукожилась на задеревеневших губах. Бяша топтался в центре двора, ботинки нетерпеливо елозили по льду. Я не тяну. Попробовал его обойти, как же. Фортуна помахала ручкой, сгинув в ранних сумерках. Торопишься на? Торопишься на? Иди ты в жопу, блин, что ты доебался-то? Немного. Меня папа ждет. Я ему тиркну на пейджер, что ты не придешь на. Глаз непроизвольно дернулся, взмокла кожа. Идем на, к тебе дельце есть. Я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось слово «дельце». Давай, шестерка, веди меня там к своему этому, блядь, барыге. За этим словом, произнесенным вот так, через плевок, обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. «Батю, позови, дельце есть». Яша обернулся. В облегающем капюшоне он был похож на космонавта. Я бы сказал, на что он похож, но цензура все-таки должна как-то соблюдаться. Если бы он был звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом, сигналом того, кто сторожит на шухере. Да нихера, с него там свист, там зубов-то нету. Ему свистеть нечем, только сглатывать. На заднем дворе, как назло, никого не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Я сказал тебе держаться от Полины подальше, блядь. Он стоял, широко раздвинув ноги, правая рука была спрятана за спину. Сухие губы плотно сжаты, глаза стреляют то в меня, то по сторонам. Я всей душой надеялся, что Ромка не видел нас с Полиной вместе. Такая его, блядь, Катюха сдала. 100 пудов-то сразу пошла. Привел на. Привел, на, блядь. Вижу. Вижу, на. Ну, здорово, Антоша. Что тебе нужно? Опять ты со своей этой херней. Он медленно извлек из-за спины узкое, хищно-блестящее лезвие. Нож, стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Я инстинктивно отпрянул и врезался в Бяшу. Ромкина шестерка подтолкнула меня обратно. А мы с Бешей хотели узнать, ты не держишь на нас обиду? Блять, еще угрожаешь, собака? Ромка принялся ковырять желтый ноготь, с коварной усмешкой уставившись на меня. Ну, там, в лесу. Мы были немного грубы с тобой. Ну, хера, ты что, решили извиниться таким образом? Сам понимаешь, такое у нас воспитание. Да, до вас, городских, далеко. Вот порой нас и заносит. Я кивнул, глядя на нож. Скажи, Антоша, я тебя в последний раз не сильно огрел? Да нет. Тогда еще сейчас согрею. Ну и славно. А то я затревожился, что память тебе отбил. И ты запамятовал, о чем мы втолковывали. Угу. Я помню. Лезвие переливалось в закатном свете, и так же зло переливались зрачки Ромки. Что ты тыкаешь тут своей зубочисткой? Он шагнул ко мне, поводил ножом в сантиметре от куртки. Одно движение, и сталь вспорит ткань, а если надавить поглубже... Нам одна птичка напела. Ты опять возле Полины отирался? Пошел ты в жопу. Страшно было так, что я не сразу понял, кто такая Полина. Мозг сбоил, колени тряслись.
Вдруг позади Ромкиной неспешной походки прошла наша староста. Ах ты, сучка. Смотрю, мальчики, вы нашли общий язык. Вот ты лиса, блядь, вот ты лиса. За мной должок, Катька. Да. Ой, не благодари, Ромочка. Я всегда на страже настоящей любви. Ой, да, сама там по нему сохнет. И вот такие вот козни, сучка, строит. Ну, такая противная, блин. Да-да-да. Да-да-да. Клянусь, я убью тебя. Так, я не слышу. Ты к Полине подходил или нет? Конечно, Мы подходи. так болтали. И буду подходить. Отъебись. Болтать будешь кишками, когда я тебе брюхо вскрою. Лезвие плашмя прошлось по моему рукаву вверх и достало до воротника. Ветер остужал лицо, но струйка пота стекла по виску. Наверное, мне надо объяснить так, чтобы ты понял. Ну, если ты хочешь такую же участь, как у Семена, пожалуйста, пожалуйста. Мне не жалко. Мне не жалко. Там сугроб до жопы, так что выбирай любой. Выбирай любой. Я тебя тоже топорик тюк. И все, и до свидульки. Рукоятки клинок завертелись в опасной пляске, как лопасти вертолета, сметающий все на своем пути. Ты чё, бля, придурок, что ли? Я попытался увернуться, но, сделав шаг, проскользнул и грохнулся на пятую точку. Амулет Полины, будто того ожидал, бросился из-под воротника навстречу ножа. Они сейчас, сука, блядь, спиздит. Вот спиздит точно. Подвеска не дала когтю впиться в шею обидчика. И оберег глухо рухнул мне на грудь. Казалось, колотые раны вот-вот посыпятся на меня в таком количестве, что я захлебнусь собственной кровью. Но почему-то Ромка застыл, словно завороженный. Он стоял с занесенной для удара рукой и, вытарившись на побрякушку, зарычал что-то злобное и нечленораздельное. Полинин подарок одним словом, одним своим видом бесил Ромку, но одновременно связал его руки. Это длилось неестественно долгое время, так что Бяша с непониманием нахмурился. Где-то наверху скрипнуло открывающееся окно. Степанов. Адреналина уже было достаточно, и почти слетев с места, я бросился прочь. Ромка ожидал, когда я был уже далеко, и бросил мне вслед пугающее напоминание. Попробуй еще раз позабудь! Пошел нахер. Антоша! Иди в жопу.